готовы к тому, что ваши мозги скрошат на мелкие кусочки? Вы готовы к тому, что голодная крыса выест ваши глаза, а потом вас во все дыры отымеют злые волки с огромными клыками? Тогда вы готовы к просмотру нового исторического фильма Бутика. Королева воинов. В 2023 году вышел британский фильм «Боудика», которая в русскоязычной транслитерации получила название «Будика», хотя в классической транслитерации принято «Боудика», или, как ее называл Дион Кассий, «Будуика». Очередной привет переводчикам. О самой Боудике нам известно лишь немного из римских письменных источников и археологии. Подобный объем информации при соблюдении основных опорных точек дает большое пространство для маневров при написании качественного сценария. Давайте же посмотрим, как создатели поработали с историческим материалом и что у них в итоге получилось. Поздравляю, Наби. Мы уже на пороге мученичества. Нам демонстрируют выходящих из тумана римлян, которые якобы маршируют по острову Мона. Остров Мона, он же Англси, вблизи нынешнего Уэльса, был захвачен Светонием Паулином в 61 году нашей эры. Он имел важное религиозное значение, так как там располагались священные рощи и был оплотом друидов. Судя по всему, друиды действительно представляли проблемы для римской власти, мутя воду на местах, так как, невзирая на довольно высокую толерантность по отношению к местным культам, в Британии с друидами особо не церемонились. Поэтому захват острова имел большое идеологическое значение. И казалось бы, что вроде все нормально, но тут нам сообщают, что друиды Акизилоты организовали сопротивление, веруя в некую неизвестную науке богиню-воительницу, которая Аки-Мессия придет и освободит Британию. В первых рядах перед нами предстает небритый легионер во все еще действительно применяемом, но постепенно устаревающем шлеме типа Кулус, переодевшийся в костюм сутенера, пытающегося пародировать старшего офицера непонятного звания. Знакомьтесь, это главный антагонист и наместник Британии по совместительству Светоний Паулин. Да, именно так, по представлению создателей, выглядят высшие должностные лица в Римской империи. Как грустно и противно одновременно. На удивление, военные команды подаются на латыни. Но сами диалоги главные римские персонажи между собой будут произносить по-английски, будто это Византия конца VI века, где военные команды отдавались на латыни, а в быту говорили на греческом. А жаль, ведь могла бы получиться неплохая задумка, как в первом сезоне «Варваров». Нам сразу демонстрируют расчлененку, намекая, что весь бюджет фильма ушел на закупку томатного сока. Кстати, захват острова Мона не был простой легкой прогулкой римской зондеркоманды, сопровождающейся спокойной резней мирно молящихся друидов. Согласно письменным источникам, при высадке на побережье римляне столкнулись с серьезным вооруженным сопротивлением бритов, боевой дух которых поддерживали друиды. Нас переносит в Рим, что демонстрирует познание создателей в географии, так как показывают некие абстрактные здания на фоне скал и морских рифов. Вы что, серьезно? Абсолютно серьезно. Видимо, о существовании такой реки, как Тибр, на которой стоял Рим вдали от морского берега, и тем более города Остия, который, собственно, и выполнял роль порта Рима, они не знают. Переносят нас сюда, видимо, чтобы показать высокие технологии древних римлян, а именно существование реактивной гражданской авиации, так как Светоний Паулин лично докладывает Нерону об успехе проведенной операции по захвату острова Мона, так как восстание Боудики началось все в том же 61 году, во время его кампании на территории Уэльса и наместничества в провинции.
То есть у него просто физически не было бы возможности в это время отправиться в Эйм, отчитываться перед императором и обратно вернуться в Британию. Кстати, прекрасно демонстрируется подход к созданию костюмов. Преторианец в латунной керасе намного богаче выглядит по сравнению с наместником провинции, одетым в сраную кожанку. Какую должность занимает Паулин, не знает даже он сам. Гай Светоний Паулин, командир 14-го легиона Гемина и 20-го легиона Валерия Виктрикс. Будучи наместником Британии, сам он себя понижает до звания префекта лагеря. Как префект военного лагеря, что ты приказал своим людям? Вы шо, на приколе? Префект лагеря – это должность, на которую назначали Паймипила, старшего центуриона. Префект лагеря был опытным офицером, но он был помощником легата легиона, и по сути это была плебейская должность, а уж никак не для представителя высшей аристократии. Паулин лично прилетел для того, чтобы доложить о том, что кельты веют фурией женщин-воительниц, как символ мести и перерождения, боясь, что кельты надеются на бабу-правительницу, которая изгонит римлян. Нерон издает указ. Я издал императорский указ, запрещающий женщинам занимать важные посты. Военные, судебные и прочие. Видимо, до этого легионы были просто набиты амазонками. После эпической речи Нерона нам показывают кельтскую деревню из 8 домов, говоря, что это Британия и провинция Иценов. Территория одного несчастного племени никак не может тянуть на целую провинцию. Но хоть с племенем не ошиблись. Дома имеют неправильную прямоугольную форму, в отличие от реальных круглых домов Британии, как это было показано в Центурионе. Здесь нас знакомят с вождем Иценов, Просутагом, который спит в обнимку со своими дочерьми. Педофил, 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 педофил. На 7-й минуте перед нами наконец предстает главная героиня – Боудика, роль которой исполнила Ольга Куриленко. Видимо, благодаря выслуге лет она пошла на повышение и после Центуриона, перейдя от простой воительницы-психопатки, поднялась до лидера антиримского восстания. Коротко о кастинге. Для того времени Куриленко довольно тощая для матери 2 детей. И главное, согласно римским авторам, Боудика имела ярко-рыжие волосы. Вот как ее описывает Дион Кассий. Будуика – британская женщина царского рода, обладающая отнюдь не женским умом. Обладала она статью величавой, обликом грозным, взором пронизывающим, голосом грубым. Густые ярко-рыжие волосы не спадали ниже пояса. На шее у нее огромное золотое ожерелье. Поверх развивающейся туники надет плотный плащ, скрепленный застежкой. Она всегда одевалась таким образом. Ее муж Просутак, а точнее Ролло из сериала «Викинги», это жгучий брюнет, не забывающий посещать барбершоп. На рыжеволосого кельта с усами он похож, мягко говоря, не очень. Тоже можно сказать и о дочерях жгучих брюнеток явно средиземноморского вида. Практически вся массовка, играющая в кельтов, не носит усов, что было характерно для кельтов, особенно воинской аристократии. А в фильме преимущественно либо легкая небритость, про головные уборы я вообще молчу. Единственное, как в дальнейшем будут фактурить массовку, это просто обмазывать ее грязью. Впечатление, что для массовки они просто отловили бомжей на улице и за еду заставили их дергать конечностями на камеру. Которые из дерьма вылупились. Всех помыть, переодеть и в отряд. Радует, конечно, отсутствие афрокельтов и афроримлян. В нынешнем кино это уже можно воспринимать как верх историзма. К Просутагу приезжает один из его воинов, одетый в звериную шкуру.
Нормальную одежду кельтов мы в фильме не увидим. Они то ходят в звериных шкурах, то надевают на себя какие-то короткорукавные футболки. Или вообще безрукавки. В реальности большинство предметов одежды были яркими, хорошо сшитыми и изготовленными из шерсти или льна. Гость садится завтракать с вождем, и за одним, мать его, столом с ними сидят его дочери. Происходит это все в ветхом домике со здоровенным окном, будто мы располагаемся в частном коттедже на берегу моря. Интересно, а как вы это зимой собираетесь отапливать? А режиссер явно снимал про себя, про бытовуху в своем загородном доме. Посреди разговора Ролло жалуется, что он учит дочерей языку оккупантов, тратя деньги на римских учителей. Интересно слышать это из уст верного союзника римлян. Кстати, его жена половину сериала ходит в типа римских шмотках, что явно демонстрирует симпатию к культуре так называемых оккупантов. Ее это насильно надевать вроде никто не заставлял. Что хорошо показали, так это торговые контакты римлян с местной аристократией, когда в одном из римских населенных пунктов Баудика покупает римскую косметику. Любопытно, но вместе с детьми она пешком, без какого-либо сопровождения, за исключением служанки, шествует через лес в римских шмотках, будто собравшись на современный шопинг в торговый центр. И как следствие героиня нарывается на неприятность, в ходе которых знакомится с местными панкопатриотами. Одеты эти борцы за независимость в шкуры и разрисованы как футбольные ультрасы после недельного употребления нескольких ведер чистого спирта. Это не кельты, это неандертальцы из комедийных пародий на первобытных людей. Кельты Британии действительно разрисовывали кожу вайдой, но делали это перед битвой, а не в повседневности. И готов к бою. Это стильно и сексуально, и в то же время невероятно пугающе. Здорово. Возглавляет их, по всем современным правилам кинематографа, сильная и независимая воительница, увидевшая в героине великого лидера и вождя-освободителя. Ты дебил, Джек! Кстати, тут Будуика — это не ее собственное имя, а нечто вроде синонима Мессии. Некая британская богиня-покровительница племени Тайновантов, что, мягко говоря, странно. Будика. Она была легендой Тринавантов задолго до друидов. Храбрая богиня. Некоторые верят, что она вернется и освободит нас от Рима. В реальности воительницей, к которой обращались баиты за помощью, была богиня Андраста, которую, со слов Диона Кассия, Боудика упоминает в своей речи перед войском. Собственно, чем можно объяснить столь бурную реакцию воительницы? Как Боудика себя проявила? Что она сделала такого, кроме того, что приоделась в римскую одежду и юзает римскую косметику? Как они вообще поняли, что это Боудика? Зомбоящика и ленты новостей тогда еще не было, да и газет с фотографиями не печатали. Может, она продемонстрировала лидерские качества? Нет? Так почему? Потому что... Нам сообщают, что происходит Боудика из племени Тринавантов, выйдя впоследствии за вождя племени Иценов. Нам точно неизвестно, кем были родители Боудики. Скорее всего, они как минимум происходили из знатного рода, но была ли она непосредственно из Иценов или другого соседнего племени, остается без ответа. Поэтому подобная версия вполне уместна. Ну и, конечно же, куда без распятых христиан. Опять? Ага. Ведь если Нерон, то обязательно гонение на христиан. Во-первых, не вполне ясно, действительно ли христиане к данному временному периоду окончательно выделились из иудаизма как отдельное религиозное течение. Во-вторых, гонение на христиан, если верить Тациту,
Это с большой долей вероятности может быть более поздняя вставка, начались после Великого пожара в Риме, произошедшего в 64 году, то есть через 3 года после описываемых событий. Ну и в-третьих, христианство распространялось поначалу через иудейские общины, а Британия даже в лучшие времена империи считалась жопой мира. Откуда тут в начале 60-х годов христиане? Больше удивления тут вызывает лишь осведомленность 12-летних девочек, обладающей информацией большей, чем у большинства представителей местной римской администрации. Почему-то запрещены и некоторые местные кельтские боги, хотя римляне были максимально лояльны к местным верованиям. Запретам подвергались лишь явные перегибы в церемониальной части, вроде человеческих жертвоприношений. Нам известна масса кельтских богов, которые, сохраняя свою религиозную значимость, одновременно отождествлялись и с римскими богами, вроде Юпитера Тараниса, Аполлона Грануса. Но вернемся в сарай вождя. Речь заходит о вине. Где обещанная тобой медовуха? Небось, хочешь перебить поганый вкус римского вина? Не понял. Не скажу за всю Британию, но согласно античным источникам, то как минимум галлам вино очень даже нравилось. Хотя это скорее всего и преувеличение, но со слов греческих писателей, гальская аристократия могла отдать в обмен за амфору вина раба. Как элитный дорогой напиток, вино кельты использовали на своих застольях, угощая им своих воинов-клиентов, тем самым демонстрируя в их глазах свое уважение и благодарность. Для гальской аристократии вино было отличным средством для повышения своего авторитета. Муж отдает Боудике реликтовый меч, который принадлежал ее отцу и обладающий магическими свойствами. Этакий дамский экскалибур на минималках. Он не только меняет цвет и издает музыку, но, как вскоре выяснится, самораспрямляется по изгибанию и, мать его, летает. Я не шучу, он реально летает. Всего лишь раз я видел такую силу. Он разве что не светится. Зачем это было сделано, непонятно. Убери его из фильма, на сюжет бы это концептуально не повлияло, кроме того, что фильм бы стал менее бредовым. Чисто внешне меч выглядит неплохо, только нам сообщают, что он бронзовый и был откован. Имеются случаи ковки изделий из бронзы, но подавляющее большинство предметов бронзового вооружения отливалось, так как это был сплав, который, разогрев до нужной температуры, можно было спокойно залить в форму и быстро получить необходимый предмет. Ближе к середине мы встретим еще один распространенный миф о бронзе. Будущий военачальник Боудики заявит, что бронзовое оружие легко гнется и поэтому уступает железу. В реальности причина перехода от бронзы к железу была скорее экономической. Эксперименты с реконструкцией бронзового вооружения показали, что оружие из бронзы мало чем по своим боевым качествам уступало стальному. Переходить на сталь стали прежде всего по причине истощения рудников олова, применяемого для производства бронзы. Также залежи металлов, применяемых для изготовления бронзового сплава, а именно олова и меди, чаще всего находились в отдаленных друг от друга регионах. Из-за этого производство бронзы требовало хорошо налаженных торговых связей и логистики. В то же время железная руда была намного более доступным материалом, не требующим столь сложной логистики при производстве. То есть главная причина перехода от бронзы к железу заключалась не в мягкости, как это часто рассказывают, а в большей доступности железной руды, как материала. Но вернемся к сюжету, где нас знакомят с прокуратором Доцианом Катом. Его, одетым в доспехи, приносят на носилках, которые носят легионеры. Как это понимать? У римской администрации не хватило денег на рабов?
Армии подобное, мягко говоря, не понравилось бы и могло бы поспособствовать к локальному мятежу в вооруженных силах. Да и, собственно, носилки – это относительно медленное средство для транспортировки в городских условиях. Да для международных перевозок он отправился бы верхом на коне или, как вариант, на повозке. Это же не Япония. Охрану наместника и прочих высших чиновников в провинциях осуществляли преимущественно солдаты вспомогательных войск, а не легионеры. Назывались такие отряды Singularis Peditae и Equitas Singularis. Обут Дециан в некие убогие летние тапочки. Представители всаднического сословия и сенаторы в этот период носили закрытый тип обуви под названием кальцея, что сразу демонстрировало социальный статус владельца. Дециан Кат немедленно демонстрирует снобизм и высокомерие римских властей о превосходстве римской культуры, сравнивая изучение латыни детьми местной аристократии с обучением ослов. Дядя Петя, ты дурак? Конечно, римляне не были образцом толерантности и гуманизма, но говорить такое лояльной тебе местной варварской аристократии в лицо равносильно самоубийству. На удивление, некоторые из легионеров выглядят относительно неплохо. Как минимум часть носят кольчуги, а часть сегментаты, без нынешнего армейского однообразия, что соответствует действительности. А на некоторых даже надеты белые туники. Но подобные ложки меда в бочке дегтя тут скорее исключение из правил, утопая в море реквизитного шлака. Возможно, в плен попали случайно заблудившиеся реконструкторы. Парни, мне вас жалко. Позор на всю жизнь. Нам массово демонстрируют легионеров в итало-императорских шлемов типа F, известного также как Хебронский шлем, датируемый периодом Второй Иудейской войны и изготовленный аж где-то в первой трети II века нашей эры. Получается, что между описываемыми событиями и данным шлемом около 50 лет. Реквизит – это явно шлемы производства халтурной индийской фирмы Дипика, с которых решили не снимать противокоррозийное покрытие, и блестят они, как у кота яйца. Завязаны шлемы по-идиотски, то есть лишь за передние кольца нащечников, из-за чего они постоянно болтаются и съезжают, открывая половину головы или наоборот закрывая глаза. Нарушилась герметичность кабины. В реальности на шлемах данного типа имелись не только кольца на тыльной части назатыльника, но и кольца на задней части нащечников, через которые продевался шнурок. Благодаря тыльным кольцам завязывались шлемы крест-накрест под подбородком, чтобы шлем не съезжал при ударе или контакте с другой поверхностью. Также подобная надежная фиксация предотвращала болтание нащечников во время боя, а с такой системой фиксации, как показано в фильме, шлем попросту не будет выполнять свои защитные функции, представляя лишь некое подобие болтающейся кастрюли на голове. Фигурируют и мечи типа Помпеи, вроде находки из Геркуланума, которые появились скорее ближе к концу правления Нерона и началу правления Веспасиана. А поэтому привет гостям из будущего. И что ужас, дипиковская продукция тут самая лучшая часть реквизита, как и дальше будет только хуже. Как сказал великий Нигер Тупак, трудные времена, брат. Ага, труднее некуда. В конце концов, Баудика узнает, что ее муж, вождь племени, погибает в стычке с местными разбойниками, и теперь встает вопрос престола наследования. И ввиду смерти правителя, причина которой нам в реальности неизвестна, Баудику провозглашают королевой Иценов, на церемонии которого является уже знакомый нам Кат Дециан. Можно смело сказать, что это одна из центровых по своей убогости сцен,
Прокуратор на голове носит в качестве шлема некое кожаное нечто. Да твою-то мать! Уж лучше бы диппиковский шлем из Центуриона. Это представитель зажиточной прослойки аимского общества, способного позволить себе дорогое, красиво украшенное вооружение. Было бы крайне странно, чтобы он на голове носил подобное убожество, пригодное лишь для театрального представления на детском утреннике. Но настоящим взрывом мозга становятся сопровождающие его легионеры с хреново сделанными бургиньотами на головах, шлемами 16 века. Зачем это здесь? У вас же есть другие шлемы. Неужели вы думали, что это никто не заметит? Ну выдали бы им еще мушкеты или АК-47 для полного правдоподобия. Надеты на этих клоунах и ужаснейшим способом, сделанные, с трудом язык повернется сказать, сегментатами. Дециан заявляет: Ты женщина, и Рим не желает и не станет признавать тебя королевой. Ни одна женщина не может считаться достойной, чтобы занимать важные посты. Поэтому прокуратор отжимает все земли. Подобный сексистский повод выглядит довольно странно, так как в то же время в байтанском племени байгантов продолжала править королева Картимандуия, сохранившая во время восстания свою верность империи, и ее половая принадлежность абсолютно не смущала римлян. Что было настоящей причиной инцидента? Всех тонкостей мы уже не узнаем никогда. Известно, что так как у Прасутага не было своего собственного сына, с целью защитить свою семью в завещании, он указал императора Нерона сонаследником своих двух дочерей. Кстати, на удивление, это в фильме частично отражено. Подобный жест по разделу имущества империю не впечатлил. С точки зрения римлян, они сами решали, кого назначать на трон государства клиента или какого-либо иного территориального образования, и назначать ли вообще. Поэтому, так сказать, конфискация имущества у наследников своего бывшего союзника в данном случае не казалась им чем-то несправедливым. К тому же Нерону требовались деньги, а Британия, как провинция, была, если и не убыточной, то как минимум еле выходила в ноль, не принося прибыли. Имущество покойного Прасутага было идеальной возможностью для прокуратора хоть как-то улучшить денежный поток из Британии. Было заявлено, что деньги, подаренные союзным вождям Британии, покойным императором Клавдием, на самом деле были предоставлены только в виде займов, а не в качестве подачки, и в это время римские финансисты отзывают свои займы. Короче, коллекторы перестарались. В любом случае, конфискация имущества и изнасилование дочерей покойного правителя и ценов было лишь поводом, а не непосредственной причиной к восстанию. Основной причиной было жестокое управление римлянами Британией, сопровождающееся своеволием римских солдат и ненасытными сборщиками налогов, что отчасти не без косяков, но продемонстрировано в фильме. Кстати, в фильме Боудику называют королевой, хотя тут есть нюансы. Тацит никогда не называет ее царицей, конкретно описывая ее как Уксор, жену Прасутага, Рекс и Кенорум, короля и ценов, и как Генерис Регии, представителя королевского рода. Гад Дециан клеймит Боудику и надписью «Неро Рекс Драмус». Клеймо – это очередная выдумка, так как в источниках нет упоминаний об этом. Также мы узнаем, что дочери Боудики были убиты, после чего до конца всего фильма в качестве глюков будут являться к ней. Это ж неправда.
В реальности же дочери были изнасилованы, но выжили. Об этом нам свидетельствуют дальнейшие слова Тацита, описывающие речь Боудики перед решающим сражением, где, объезжая войско перед битвой, в колесницу вместе с собой она поместила своих дочерей. Любопытно, но эту сцену, запечатленную в статуе, режиссер продемонстрировал в конце фильма. Какого-то черта Боудику по стелсу спасают воители из племени Тайновантов. Как они узнали, что она там? Зачем ее спасли? Почему они решили, что она избранная? Почему? Попав в лагерь неких партизан Робина Гуда, наша героиня поднимает восстание, предлагая начать с грабежей римских инкассаторов. Педики? Нет, мы натуралы, только веселые. Стоит уточнить, что восстание подняли два племени – Ицены и присоединившиеся к ним Тайнованты. Также важно помнить, что кельтское общество было тесно связано на взаимоотношениях между клиентами и патронами внутри кланов. Восстание не могло быть начато без поддержки более мелкой аристократии, которая и должна была повести за собой своих клиентов. Удивительно, но авторы упоминают про батавские вспомогательные войска. Боудика с Байгатой грабят обоз с деньгами и убивают Ката Дециана. Господи, может, оставим обиды в прошлом? В реальности Кат Дециан не был убит. Когда он узнал о разгроме 9-го легиона, о чем речь пойдет далее, боясь за свою шкуру, он попросту свалил из Британии в Галлию. Проконсул Паулин еще выжидает в Риме. Я слышал, что его легион Гемина убил друидов в Англсе, так что момент удачный. Вообще-то, в это время Паулин вел боевые действия на территории Уэльса. Да, и если бы Паулин действительно был там, то армия все равно находилась бы в Британии. Собственно говоря, он захватывает остров Мону, что показано в начале фильма. В ярости наша героиня, как в действительности и было, с войском отправляется на захват Камуладуна, который стал римской провинцией для ветеранов и не имел стен. Зубная паста 32 обеспечивает самую длительную свежесть вашему дыханию и каждому вашему поцелую. Зубная паста 32. Уверенность в каждом поцелуе. Нам показывают сцену боя римлян в храме Клавдия с хорошо бронированными легионерами. Город не имел гарнизона, а Кат Дециан отправил лишь небольшое подкрепление из 200 бойцов, вероятно ауксилариев. Поэтому основной бой повстанцам дали жители города из числа вышедших в отставку римских легионеров, укрывшихся в храме Клавдия. Кстати, штурм храма бритам дался непросто, так как римляне продержались там 2 суток, надеясь, что скоро к ним подойдет подкрепление. Многие из повстанцев бегают с мечами. Основным оружием для подобного племенного ополчения было простое копье. И да, как и в действительности, воины Боудики устроили резню мирных жителей, укрывшихся в храме вместе с ветеранами. После разорения Камуладуна военачальник Боудики ходит с вексиллумом 5-го Жаворонкового легиона, о чем говорит изображение слона и римской пятерки. Вот только 5-го Жаворонкового легиона и его векселяции в Британии не было. Да, если туда и прислали какое подкрепление, скорее всего, это были ауксиларии. Хронологическая последовательность хода событий фильма в принципе совпадает с реальностью. После захвата Камаладуна повстанцы наносят поражение спешившим на помощь уже сожженному городу 9-му легиону под командованием легата Петелия Цереала, которому удалось сбежать и укрыться с остатками армии в лагере. Боевые сцены показаны так, будто ставили их дети начальной школы после первой попытки помахаться на палках, и выглядит не только нереалистично, но и попросту дешево и комично, вызывая желание перемотать это как можно скорее, а желательно выключить весь фильм.
Восставшие разоряют Лондинум, которое тут именуется Лондоном, и нас переносят в пылающий в огне Рим, забывая о том, что Великий пожар произойдет лишь в 64 году, то есть через 3 года после восстания Боудики. А происходит он в фильме не из-за несоблюдения противопожарной безопасности, да, Нерон, скорее всего, не сжигал Рим, как это принято считать, а потому, что народ взбунтовался из-за того, что Боудика подняла восстание в Британии, и народу нужна победа. Той самой Британии, которая почти до конца существования Западной Римской империи считалась жопой мира. И именно по причине этого Нерон убивает себя в 61 году нашей эры, хотя в реальности продолжал править до 68 года. То есть между этими двумя событиями прошло 8 лет. Человек, написавший это, опасен. И да, где-то самая знаменитая фраза «Какой актер погибает?». Эх, даже тут умудрились все просрать. Происходит этот водевиль на глазах Светония Паулина, бегающего до конца фильма в пехотном шлеме. На самом деле, в этот самый момент он вместе со своей армией находился неподалеку от Лондинума, бросив город, не решившись из-за малочисленности сил вступать в бой с войском Боудики. Готовьте войска, отплываем утром. Ты пил, что ли? Нет, мистер Коул. Кстати, какие войска Паулин мог подготовить во имя к походу? Преторианскую гвардию, которая с первых годов нашей эры до гражданской войны 69 года ни разу не была в бою. Кроме преторианцев и вигилов с парой городских когорт и преторианского флота в Италии армии не было. Почти вся действующая армия была расквартирована в приграничных провинциях. Силы, которые он поименил для подавления восстания, были расквартированы непосредственно в Британии, и никаких подкреплений, кроме собранных местных гарнизонов, он не получал. Собственно, его армия состояла из 14-го легиона, векселяции 20-го и размещенных поблизости ауксилариев, то есть общим числом около 10 тысяч. Коротко о том, что такое векселяция. Это небольшое подразделение, выделенное из состава легиона, действующее под особым знаменем – вексиллумом. Векселяции могли формироваться для отправки в другую провинцию, для несения там службы, либо проведения военной кампании. Делалось это для того, чтобы отправить подкрепление в тот или иной регион, не оголяя участок границы, снимая оттуда весь легион. Все тем же конкордом, по всей видимости, Светоний Паулин отправляется из Рима в Британию, чтобы наказать восставших бомжей. И нас, наконец, готовят к решающей битве. Потрясающая матчасть не перестает нас радовать. К примеру, нам демонстрируют варвара с просто заправленным за пояс мечом, без ножен. Ты не боишься отстрелить себе яйца, когда присядешь? В реальности кельты использовали ножны, которые подвешивались к поясу при помощи железных либо бронзовых цепей. И да, действительно, мечи носились на правом боку. Каждая сцена этого фильма просто песня. При просмотре мне хочется выколоть себе глаза, оторвать уши и сходить проблеваться. Для психики это не прошло бесследно. Пожалуй, единственное, что из всего показанного не режет глаз, это более или менее действующая реконструкция Скорпиона и кельтский Корникс, которые создатели, видимо, получили путем пыток какого-то реконструктора. Тут нам Скорпион демонстрирует как некую вундервафлю и главной козой Паулина. Ну и куда же без лучников в сегментатах? Помним, что лучники были сведены в отдельные отряды вспомогательных войск, набранных из числа перегринов, а не римских граждан. Колесница, которую они пытались сделать для Боудики, имеет мало общего с оригиналом.
В фильме спереди у нее сделана стенка, как на греческих аналогах, в то время как на реальных колесницах британских племен перила существовали лишь по бортам, а спереди и сзади они были открыты, дабы воин мог легко спешиться с нее и заскочить обратно в пылу боя. Пол колесницы также был не цельнодеревянным, а имел массу кожаных вставок, чтобы возницу и бойца не трясло на кочках. Колесницы у баитов, в отличие от галлов, были довольно сильно распространены, практически заменяя конницу, которая у жителей юга и центра Британии практически отсутствовала. Верхом на колесницах воины баитов подъезжают к противнику, закидывая его дротиками, а при необходимости спешивались и вели ближний бой пешими. Скромно выглядит и речь Боудики перед битвой, по сравнению с теми словами, что в ее уста вложил Дион Кассий в своей истории. Классная речь. Классный диван. Каким же нам покажут решающий бой между противоборствующими сторонами? Вы думаете, что это будет нечто эпичное, что затмит Александра, Гладиатора, Царство Небесное, зоо спартанцев? Это не что иное, как попытка бомжей с пластмассовыми палками захватить коридор. Это самая хуёвая финальная перестрелка из всех, что я видел. Видимо, денег не было даже для найма студента, занимающегося созданием графики, чтобы снять это на зеленом фоне и размножить на компе. Уже хотя бы поехали на Иконский фестиваль и включили там незаметно камеру. Так было бы намного лучше. Собственно, о плане Паулина, показанном в фильме. Римляне ставят посреди тропинки в лесу 10 человек, на которых во главе бомжей верхом на колеснице мчится Боудика. Римляне расступаются и загоняют бомжей на лесную полянку для пикника, где их с возвышенности расстреливают из луков и скорпионов. Начинайте мочить козлов. Мочи козлов! И в итоге, когда Боудика решается погибнуть в бою, римляне, которые только что вели стрельбу с возвышенности, уже почему-то оказываются внизу специально, чтобы напрыгивать на меч нашей героини. Любопытно, что Боудика, обучившаяся за день на пеньке паре приемов с мечом, кромсает легионеров, закованных в броню и обучавшихся годами ведения боя, словно это маленькие котята. По-итальянски это «La posta di Falcone», удар сокола. В конце концов, оно погибает. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. В реальности, в самом бою Боудика выжила. Умерла она в том же году, по одной из причин отравив себя ядом, а по другой от болезни. Наконец этот ужас закончился. Что же в реальности в тот день произошло на поле боя? Согласно Тациту, римляне расположились на холме. В центре были легионеры, а фланги прикрывали вспомогательная пехота и кавалерия. Паулин, понимая, что противник превосходит его числом, 40 тысяч против 10, выбрал местность так, чтобы его фланги и тыл прикрывал лес, оставляя противнику только лобовую атаку вверх по холму. В свою очередь, войско Боудики расположилось внизу, за которым была выстроена цепь повозок, где находились женщины и дети баитов, которые должны были наблюдать и морально подбадривать своих мужчин, а впереди, скорее всего, располагались колесницы. Боудика верхом на колеснице в сопровождении своих дочерей объехала войско с напутствующей речью, после чего баиты пошли на штурм занятого римлянами холма. Учитывая лучшую вооруженность, более выгодную позицию, боевой опыт бойцов, вернувшихся после удачной кампании против силуров, и надежно прикрытыми флангами и тылом, привело к тому, что атака восставших захлебнулась, и войско Боудики побежало к своему лагерю, по пути наткнувшись на собственные повозки, у которых контратакующие римляне догнали противника и устроили им бойню. Это была безоговорочная победа римлян. Боудика выжила тогда, но вскоре умерла.
Вот такой хэппи-энд. Итак, подведем итоги. Собственно, моя реакция на фильм. Сука! В фильме ужасно все. Сценарий, матчасть, постановка кадров, батальные сцены, актерская игра, грим, кастинг. Для полного счастья тут не хватает только афрокельтов. Данный фильм – отличный инструмент для пыток, антиковедов и реконструкторов. Имея отличную историческую базу для написания сценария, мы лишь наблюдаем ненужное коверкание эпизодов истории, которые никак не влияют на сценарий. Ведь сделай, как было на самом деле, хуже бы уж точно не стало. Впечатление, что сценарий был написан шестиклассником, по которому снял кино не продыхающий от бухла студент-второкурсник, вспомнивший, что ему через неделю надо сдавать курсовую. По сравнению с этим фильмом, этим кинопродуктом, фильмы Уве Болла воспринимаются блокбастерами на уровне «Аватара» и «Царства небесного». Честно говоря, у многих документальных фильмов масштаб намного больше. Даже любительские ролики, снятые усилиями одного исторического клуба, выглядят в разы лучше. Там как минимум за матчасть хотя бы не стыдно. Что тут скажешь? Тупое говно тупого говна. А на сегодня все. С вами был недовольный римлянин. Берегите свою психику и удачи. Вале!